10 лет в колонии усиленного режима судебный конвейер решил судьбу еще одного белоруса. Очередной жертвой режима стал 45-летний Александр Троцкий. Его обвинили в покушении на убийство сотрудника ГАИ Владимира Юрова. По словам осужденного, вечером 12 августа его машину остановили несколько неизвестных балаклавых и потребовали открыть багажник. Когда мужчина, опасаясь за свою жизнь, отказался выходить из автомобиля, один из сотрудников направил в его голову боевое оружие. Испугавшись, он тронулся с места, случайно задев сотрудника ГАИ, в результате чего тот получил незначительные телесные повреждения. А вот водителю повезло меньше. После задержания мужчину сильно избивали. Засовывали пистолет в рот, приводили в чувство нашатырем, когда он отключался, и били снова. С черепно-мозговой травмой он провел в больнице 3 недели, после чего был переведен в СИЗО. Судья Сергей Скрипач такие зверства со стороны силовиков не принял во внимание и вынес один из самых суровых приговоров за всю историю политических судилищ. Тем временем в производстве находится по крайней мере еще одно дело о наезде на силовиков во время протестов. Там водителю грозит до 25 лет лишения свободы. Лукашенко предложил организовать на мотовело высокотехнологичное производство. Сегодня, во время своего очередного визита на завод, который еще 3 года назад был объявлен банкротом, незаконный президент назвал его территорию золотым дном и культурной ценностью столицы. А изношенное производственное помещение, в которых уже давно не выпускается продукция, предложил сдавать в аренду, лишь бы не сносить. При этом, по словам нынешнего руководителя предприятия, процесс банкротства был запущен, чтобы полностью перевести площадку под госуправление. Стоит отметить, что за прошедшие годы никакого окончательного решения по этому вопросу принято не было, а здания продолжали ветшать. Сейчас цеха приходится подтапливать дровяной печью, чтобы стены окончательно не рухнули. Несмотря на такую катастрофическую ситуацию, Лукашенко настроен более чем оптимистично. Он посоветовал по-хозяйски подойти к использованию аварийных помещений. Дескать, там можно устроить даже высокотехнологичное производство. Именно такой план он поставил предприятию на грядущую пятилетку. Что ж, в ближайшее время ожидается появление инновационных белорусских мопедов, которые будут выпускаться ржавыми еще с конвейера. Дела у Минскметрострой тоже не очень. В некоторых телеграм-каналах и соцсетях появилась информация о том, что на предприятии в последнее время стало в 2, а то и в 3 раза меньше рабочих. Из-за нехватки средств людей заставляют писать заявление на увольнение по собственному желанию. Первыми под каток попадают пенсионеры, которые отработали в метрострое уже много лет. По словам начальника, если кто-то не согласен уходить, то причины уволить такого человека найдутся и очень быстро. Кроме того, на предприятии уже с начала нового года рабочим уменьшили оклад, а премии не платят уже год, в том числе и за профессиональное мастерство. Есть вероятность заморозки строительства новой станции метро «Слуцкий гостиниц». Чтобы хоть как-то выжить, предприятие ищет объекты на стороне. Но и тут не все просто. Сторонних объектов попросту нет. Все в лучших традициях так называемой экономики нелегитимного. Если сдашь своего нанимателя, у которого получаешь зарплату в конверте, тогда тебе не придется отчитываться перед инспектором. Примерно так можно сформулировать очередное одиозное нововведение в налоговый кодекс, которое уже вступило в силу. Отметим, что совсем недавно нелегитимный правитель с трибуны распинался о том, что тех, кто платит и получает серые зарплаты, нужно жесточайше наказывать. И вот стараниями верных режиму законотворцев эту идею удалось осуществить. По обновленному закону, если налоговые органы обнаруживают факты выплат, с которых не уплачиваются налоги, то возмещать недостачу обязан наниматель, а не работник. Но, как водится, чрезмерно инициативные налоговики восприняли данную норму по-своему. Так, в инспекции по Гомельской области работникам предложили сдавать своих нанимателей, чтобы самим освободиться от ответственности. В противном случае человека, который не захочет быть стукачом, начнут терроризировать проверками, чтобы узнать, на какие средства он живет и сходится ли у него дебет с кредитом. Напомню, что согласно Конституции нашей страны никто не может принуждать к даче показаний. Впрочем, нелегитимный режим не упускает возможности прокатиться на машине времени в прекрасные 30-е, где людям приходилось друг друга сдавать, просто чтобы выжить. Мария Колесникова, которая уже более полугода находится в заключении, вошла в список лауреатов премии International Women of Courage Award, которую ежегодно вручает Госдеп США. Данной награды удостаиваются женщины, которые показывают впечатляющие успехи в борьбе за мир, справедливость и права человека. В частности, члены Координационного совета отметили за гражданское мужество. В сообщении американской стороны говорится о том, что Мария, даже находясь в неволе, продолжает поддерживать и вдохновлять демократическое движение в Беларуси.
Беларуси. Церемония вручения состоится 8 марта и пройдет в онлайн-формате в связи с ограничениями из-за пандемии. Предполагается, что в ней будут принимать участие госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден. Напомню, что Марию Колесникову задержали в сентябре прошлого года на границе с Украиной, когда спецслужбы вынуждали ее покинуть страну. Храбрая женщина отказалась уезжать и для этого порвала свой паспорт. Даже в тюрьме Мария не утратила своего оптимизма. Она уверена, что главный шаг на пути к большой победе уже сделан. Белорусы смогли победить свой страх и знают, чего хотят. И это все на сегодня. В воскресенье присоединяйтесь к нашему традиционному прямому эфиру, где мы вместе со спикерами обсудим самые важные события за эту неделю. Хороших всем выходных и живи Беларусь!